Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха. Добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня, друзья, будет очень интересная тема. В Axie Infinity мы будем делать первое скрещивание. Называется в игре это бридинг. Это мы будем брать нашего аксика, брать другого аксика и пытаться вырастить новое уникальное существо. Петруха, здорово. Здорово, Кирилл, всем привет. Спасибо за вашу поддержку, за просмотры, нам это очень важно. Да, будем пробовать. Это новая такая часть игры для нас. Каждый аксик это чей-то сын или дочь, да, и это как вариант заработать, да. То есть вот мы искали, нашли себе пару нашему бесту. Вчера ночью я прикупил нам с рынка 4-го аксика, вот этого пушистика с рогом единорога, классными глазками. И обошелся он мне порядка со всеми комиссиями туда-сюда, это около $300. Это, понятно, не дешевые вещи, но, что важно, у наш аксик нулевой, еще не участвовал в спарринге, да, и такого же мы купили нулевого. Что мы ожидаем? Нам важно, наш бист имеет скорость 43 и мораль 59. Эти два стата отвечают глаз и ухо, наследственность. То есть мы видим глаз, вот это кругленькие глазки и такие ушки, как это назвать-то, даже не знаю. Такие завитушки. Ушки-завитушки. Да, короче, фишка, что обычный бист, он обладает скоростью 41, наш обладает 43 скорости, то есть он выше, чем обычный бист, и, соответственно, чем стандартный бист. И получается, если брать какое-то зеркало, у нас есть преимущество. И мы хотим либо получить скорость 43, либо получить скорость 45. То есть там можно посмотреть, что такое тоже может быть. И такие бисты получаются намного ценнее в PvP, и, соответственно, их цена может вырастать на порядок от стандартного биста. Но тут нужно понимать, мы сейчас будем моделировать, получается, скрещивание, есть калькуляторы, и примерно показывает, сколько и что может получиться. Но это такой рандом. Да, там, Петруха, расскажи вообще как-то более подробно. Есть расширение, которое показывает нам гены нашего аксика, потому что, как мы видим, у него есть родители, и, возможно, что-то там зачесалось, то, что нам не нужно. После установки расширения, наведя курсор на статс, мы видим, какие гены есть у нашего аксика. То есть есть доминантные и резистентные гены. По генетике мы знаем, что доминантные доминируют над другими. Поэтому наша задача, мы взяли аксика, у которого есть глаз птицы. И наш второй аксик, которым мы играем, у него есть ухо птицы. Вот это ушко-завитушка. Наша цель получить такого акся, у которого будет и глаз, и ухо. У этого мы видим доминантное ухо и доминантный глаз зил. Существует такой симулятор брида, который может вам бесплатно помочь проверить, насколько вероятна ваша теория и как часто вы сработает. Сегодня мы будем пытаться делать 5 аксей, и можно задаем номер одного, второго, видите, это выглядят так же. Да, это серийные номера, получается, наших аксей. Создаем искусственную симуляцию и смотрим результаты. Да, видно, вот посмотреть, получается, один топовый, вот Петруха показывает, скорость у него, друзья, 45, то есть это еще выше, и это сейчас самый крутой будет, если такой, конечно, прокнет. Может и прокнуть... самые топовые обилки у него тоже. Может прокнуть вот два отстойных, получается, по скорости 41. Это, конечно, какие-то худшие варианты, такие, понятное дело, будут дешевые. Но, с другой стороны, у них будет 61 морали, то есть максимальный крит возможно. То есть он, получается, полностью бистовый. Стандартный такой бист, который сейчас, к нам такой не интересен на самом деле. Нам, конечно, хочется получить скорость 45. Еще 5 пяток попробовать рандома. Ну, тут вообще 2 по 45 вышел. Да, то есть, примерно получается, вот если брать, понятно, что это рандом, но хотя бы одного, тут видите, excellent, то есть показывает, да, оценка приложения показывает тут самый, это excellent, это, по-моему, самый крутой, да? Давай посмотрим, наверное, стоимость брида, да, сколько это стоит.
вот эту по SLP-шке, чтобы Это понимать. рынок, где мы будем потом смотреть цены и сравнивать. Да. Заходим на наш аккаунт, как это все выглядит. Заходим в инвентарь, мы видим вот наши аксики здесь. Нажимаем на акся, и вот здесь есть такая вкладка Брит. Вот, нажимаем эту вкладку Брит, подгружается нас MetaMask, то есть надо быть залогиненным, он показывает баланс, потому что нам будет оплачивать транзакцию. Выбираем его напарника, нашего пушистика, и все, и достаточно просто нажимаем кнопку Start Breeding. Тут же у нас выскакивает MetaMask, который нам показывает, сколько нам это все сейчас будет стоить. Как вы видите, цена газа сейчас достаточно высокая, и он оценивает эту транзакцию в $112. Почему такие аксики дорогие? Да. Но мы можем сделать такой лайфхак. Либо ждем утра, либо заходим в настройки, базовые, дополнительные. И вот здесь, если мы знаем, что газ падает до 70 примерно, мы можем сами руками это прописать, сохраняем. И вы видите, цена транзакции уже упала на 80. Единственное, что это нам надо будет ждать. Возможно, она даже пройдет и не сегодня, и не завтра, если будет загружена сеть. Да, это А если получается, повезет, друзья, колебаний, то есть как курс доллара. Просто ставим, что эта операция будет проведена, когда колебания будут опускаться до 70. Но это получается, может быть, не сегодня, не завтра, да, то есть это пару дней. А если да, хотим здесь и сейчас, то, конечно, надо платить именно по полной цене. да. Для этого мы смотрим, есть такой сайт etherscan.io, где мы можем проверять, дошли, не дошли ли наши транзакции. И здесь у них есть отдельный такой вот значок газ-станция. Это, можно сказать, такая заправка. Нажав на него, он показывает актуальную цену и говорит, что если вы выставите цену газа 96, то примерно в течение 10 минут ваша транзакция пройдет. Если вам надо срочно, прямо сейчас, здесь и сейчас, в течение 30 секунд, ставим газ 132. И оно потом показывает, на какие вид транзакции будет какой ценник. То есть, если вы просто переводите там с аккаунта на аккаунт, то столько-то. Если там выполнять более сложную какой-то контракт, то оно, естественно, дорожает. Наш развод аксей скрещивания — это более сложный контракт, и поэтому он достаточно дорогой. Ну так что, будем делать здесь и сейчас. Ну, мы можем нажать здесь сейчас, а потом подмонтировать. Друзья, подождали мы транзакцию, провели 4 операции, как вы видите, у нас уже появилось потомство первое. Это спустя несколько дней от предыдущего ролика. Давай, Петруха, рассказывай, что вообще и как было. Да, дождался я ночью дешевого газа, и сделали мы 4 маленьких потомков. Они были сначала яичками, потом вот была фаза с яйца до, можно сказать, такого червячка. И дальше оно тут автоматически прошло, и вот вы видите, 12 апреля, сегодня в 12 дня, мы его сделали взрослым. Даже это ночью было, да. И вот этот один у нас получился самый лучший пока. Мы видим у него ушко, к сожалению, глаз не получился, 43 скорости, так он один в один, как наш боевой бист. Его мы пока думаем, что с ним делать, в другую команду оставлять или менять на нашего. Потом другой вот получился, ушко, глаз не птичий, родной, то есть у него получается 61 мораль, но маленькая скорость, 41 скорость. Достаточно сильный боевой такой, пойдет, скорее всего, на продажу тоже. Вот этот белый у нас более-менее, то есть у него скорость 43, глаз прошел. Статы, обилки почти такие же, как у нас, кроме Ронина, у него тут Ягуар, да, с арта, со спины получился. Мы его решили выставить на продажу, и сейчас у нас стоит на рынке по аукциону с 0,5 эфира до 0,4 эфира в течение 3 дней. Что еще можно сказать? Можно сказать, вот наш четвертый еще, он тоже такой среднячок получился на 41 скорость. Это не среднячок, это самый хреновый получился на самом деле. Потому что у него Тихо, набор может, кто обилок купит. такой. Да, то есть на самом деле у него сработал хвост, который на энергию, он вроде на 0. Прикольная карта, но без урона, без... И имп должен быть... Обилка имп должна сработать с Ронином.
То есть Ронин дает стопроцентный крит, и тогда можно его комбинировать с симплом, и ты это 100% критуешь, 100% получаешь энергию. Но, к сожалению, это не получилось. Но я думаю, все равно ему цена 0.02, его можно дальше из него выводки делать какие-то у него нулевые. И вот примерно вот такое. То есть, чтобы вы понимали, первое скрещивание у нас обошлось около $100. Это при цене газа 80. Потом вот это выращивание с червячка до подростка, да, стоит, чтобы посмотреть вообще статы и узнать, что там видно. До этого момента не было видно ни статов, ни обилок. Это стоило нам $20. И последнее еще, чтобы потом можно было им играть, тоже стоит $20 взращивание до взрослого, но можно уже продавать в таком виде на аукцион. То есть, если вы не собираетесь играть, можно так немножко сэкономить $20, потому что выставление на аукцион тоже вот сейчас нам стоило $35. Вот и все. Да, это такая мини-экономия, потому что, во-первых, уже статы видны, то есть он никак не поменяется, не улучшится, не изменится, и поэтому можно немножко ускорить процесс избавления, да, от ненужного акси, как раз-таки чуть-чуть пораньше выставить, потому что, ну, с одной стороны, там вот эта экономия, которую мы делаем, она не такая значительная, нам просто важно время, я думаю, потому что чем быстрее выставим, тем больше шанс то, что купит какого-то из наших аксей. Радует, что два получились довольно-таки хорошие, то есть мы рассчитывали, конечно же, друзья, кто помнит, на скорость 45, это был бы вообще бомба, один из сильнейших бистов, которые есть сейчас на рынке, но такие не прокают просто так, к сожалению. И, конечно, нам прокнули два отличных, но и два так себе. В принципе, Но думаю, 50 на 50. у нас еще осталась одна попытка, мы хотели 5 выводить, вот у нас готовые SLP-шки под это дело, но мы решили сначала что-нибудь продать, кого-нибудь, потому что деньги не бесконечные. На транзакции эфир быстренько тратится. Как кого-нибудь продадим, сделаем еще 5 тогда. Да, получается, надо вложения отбивать, поэтому как бы можно все везде влить, да, а потом сидеть ждать, поэтому можно сделать как мы, друзья. То есть, конечно, каждый кто решает. Не знаю, напишите в комментариях, естественно, что вы думаете, насколько удачные получились у нас наши первые акси. Потому что я считаю, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть, если бы все прокнули по 41, это, конечно, был бы траур, печаль и полный отстой. А так хотя бы получается два отличных, два слабых, но ни одного супер крутого, конечно же, не получилось. Да, Так. я вот показываю примерно как на рынке, это можно фильтровать и смотреть, что есть. То есть мы выставляем наш класс Beast, выставляем статы, нас интересует скорость 43, как у нас, минималка. Выставляем наш Double Nut и Dual Blade. И мы видим, что на рынке есть 10 аксей, но они уже вон с выведенными. Можно здесь убрать Breed Count до 0. И мы увидим, что вот всего на рынке есть 4 похожих. Вот он наш уже стоит в продаже беленький. Еще такая возможность, может быть, кого-то заинтересует, цвет необычный. Так что, если хотите, покупайте, мы будем рады, и мы будем продвигаться дальше. Да, цвет, кстати, супер редкий, друзья. Но, как для PvP-шеров, мне кажется, все равно, а для развода это самая тема. Думаю, надо что, закругляться, наверное? Да, спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии, и до новых встреч. Да, друзья, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и, конечно же, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.